Про корейско-японский унитаз. Насколько электронны унитазы Южной Кореи? Распространенность индивидуальных унитазов в стране утренней свежести. Восстание машин в Японии начнется в туалете. Если вы хоть что-то слышали про Японию, то знаете не только про самураев, гейши и харакири. Конечно, слуху навороченные японские унитазы. Есть мнение, что японские горшки настолько напичканы электроникой, что обрели самосознание и стали умнее, чем иные кандидаты философских наук. Правда, не уверен, что с японским унитазом получится обсудить творчество Фрейда или Ницше. Плодотворному общению могут помешать языковые барьеры. Но зато белое изделие из страны восходящего солнца развлекает, играет музыку, моет и сушит. Одним словом, пятая точка наслаждается каждой минутой пребывания в комнатке для отдыха. Но как быть гостям Японии? Ведь IQ среднестатистического туриста может быть недостаточно для освоения девайса с десятком кнопок и непонятными рисунками. Проблема, которая еще ждет своего исследователя. Я же озадачился, а как с этим делом обстоит в Южной Корее? Речь не про отправление естественных надобностей. Известно, что корейское население на все 90% состоит из принцев-принцесс. Они в туалетах тоже регулярно бывают и делают это. И, конечно, корейский унитаз не имеет права быть хуже японского. На японских унитазах 10 кнопок, на корейском изделии будет минимум 50. Плюс складной дисплей, 7G интернет, управление через Wi-Fi, чтение мыслей. И как же выглядят корейские белые друзья? Расскажу свою историю победы над санитарно-фаянсовым изделием в стране утренней свежести. Южная Корея все-таки отстает от Японии. Южная Корея соревнуется с Японией за звание самой-самой электронной страны. В области мобильных технологий корейцы постепенно становятся офлайн-приложениями к своим смартфонам. Очевидно, что в такой важной области, как реализация санитарно-гигиенических потребностей, корейцы были просто обязаны придумать что-то такое эдакое. Однако нет, в Южной Корее я обнаружил вполне обычные для нас привычные горшки. Но как же так? Неужели корейцы сдались и уступили японцам? И я так и нашел умный унитаз, правда всего один. Падение корейского унитаза. Тот единственный электронный унитаз на фото я увидел в одном клубе. Конечно, сфоткал чудо корейских технологий. Но как сделал все дела, задумался. Прекрасно, но как это работает? Я попытался спустить воду, но ничего не происходило. Вначале я изучал пиктограммы, потом стал нажимать кнопки подряд. Никакого результата. Я бы даже сказал, налицо отрицательный рост. Надо побывать в такой ситуации, чтобы понять мое отчаяние. Я, человек с 3 красными дипломами, не смог понять, как включить унитаз. И что теперь? Идти к охране и просить помощи? Сейчас забавно, тогда я понимал, что стану посмешищем. Практически международный скандал. Я в буквальном смысле похолодел от ужаса. Ведь корейцы стали бы годами пересказывать историю про глупого туриста, который не смог разобраться в работе унитаза. Однако не зря я много лет работаю в инжиниринге. Я так и способен решать сложные задачи. Я понял, что электронная начинка унитаза отключена. Панель управления просто для красоты и практические задачи не решает. А смытие происходит при помощи кнопки закрышкой, потому не заметил. Так что единственный обнаруженный в Южной Корее электронный унитаз оказался отключен. Похоже, что кто-то хотел выпендриться, но понты не оценили. Его обесточили потому, что посетители клуба путали кнопки и заливали все на свете. А может, это унитаз посчитал себя слишком умным, попытался поднять восстание, но его мигом поставили на место. Ну ладно. Главное, я восстановил веру в свою интеллектуальную мощь и сохранил лицо, глаза корейцев.